меня зовут Вика, я художник, и сегодня я выпускаю наружу свою личность, которая хочет все вокруг закастомить, причем с абсолютно конкретным сегодня панковским настроением. Я буду на все клеить шипы. У меня есть закручивающиеся, которые можно просто подвесить, и такие вот самые толстенькие, просто пришивные. В общем, полный боевой комплект. Моя первая жертва — это вот такие абсолютно женственные прекрасные черевички. Казалось бы, что может пойти не так. И вот мой главный референс. Только я решила взять острые, потому что они мне нужны для конкретного лука. Я купила платье просто полнейшее Мартиша Адамс и решила дальше этого стиля придерживаться. Мне кажется, ей намного больше подошли бы вот именно остроносые. Еще мне нужно немножко подкрасить уже волосы, тут такой цвет не очень яркий. Казалось бы, для чего мне может понадобиться такой панковский, секси, великолепный, шикарный лук? Правильно, забирать диплом. Кто не знает, я сейчас заканчиваю физфак МГУ. Как такового выпускного у меня нет, но фотосессию в шапочках и мантиях никто не отменял. И повод вырядиться как ненормальное, последний раз, считай, тоже никто не отменял. Кстати, вот мой лук со школьного выпускного что-то напоминает, да? Видимо, панковская обувь — это мой какой-то личный секрет успеха. Оказывается, эти шипы вообще нифига не дешевые. Один вкручивающийся стоит 40 рублей. Еще мне пришлось за ними переться в панковский магаз, потому что их почему-то очень мало на всяких озонах и вайлдберрисах. И еще я купила самые дешманские ремешки по 50 и 100 рублей, чтобы не жалко было их порезать. Но у них, во-первых, разные застежки вот эти, во-вторых, они мне абсолютно не нравятся. А на референс есть вот такие как бы застежечки. Я решила просто прилепить туда их как декор. И даже нашла, откуда их снять. Вот это мой старый рюкзак еще с Шайна. Помните такой магаз? Абсолютно весь порванный, я его давным-давно не ношу. И на удивление здесь есть просто идеально мне подходящие две вот такие вот застежечки. Короче, сейчас я их буду отсюда срезать. Кстати, вот именно такие надо было еще поискать, потому что остроносые туфли почему-то все делают на каблуке. Если у меня будет хоть какой-то каблук, я не то что их больше никогда в жизни носить не буду, я даже до диплома не дойду. Мне еще, конечно, максимально не хотелось бы их как-то дырявить, чтобы что-то пришивать. Ну, типа, чтобы это было заметно. Вдруг я захочу все снять, типа, быть нормальным человеком. Хочу, чтобы она шла не просто вот так вот, как обычная застежка, а немножечко вот наискосок. Мне кажется, так более изящно. Мы же леди. Самым сложным действием оказалось вообще понять, как что-либо делать и как это вообще должно выглядеть. Я все примеряла не 7 раз, а 77, прежде чем что-нибудь отрезать или что-нибудь шить. Вот здесь я вообще все прицепила на какие-то невидимки, просто чтобы посмотреть, как это выглядит. Ну, просто я никогда не кастомила обувь, и для меня этот процесс был вообще неочевидным. Этот ремешок я переделывала несколько раз, потому что мне не понравилось, на каком расстоянии друг от друга стоят шипы. Да, вот такая у меня шиза. Застежку вот, например, я решила прицепить степлером для ткани. Не знаю, как он называется конкретно. Причем получилось это нормально тоже далеко не с первого раза. Там результат в конце, если что, я показываю. Да, блядь. Да, между печенью и кунилингусом много общего, главное не пересушить. Че я начну доказывать вот это? Да нет! Вообще кунилингус как явление интересно. Ну, по крайней мере, с русским алфавитом точно не работает. Русским языком никому хорошо не сделаешь. Я почувствовал продавцом арбузов на рынке, которому сказали, я не люблю арбузы. Я все-таки решила вот здесь вот аккуратненько пришить. И вот что случилось после третьего стежка. Иголка сломалась пополам. Я всегда могу сломать еще, так что продолжаем. Какая молодец. Пристеплерила к столу. Офигеть, я реально сделала то, что можно расстегнуть. То есть это не просто декор, это супер функциональная хуйня, правда, не знаю зачем, но она настоящая. Она работает! Вот так смотрю, и как будто бы хватит вот такого декора.
На самом деле сейчас просто уже 2 часа ночи, и я задолбалась что делать. Так что все остальные кастомы в следующий раз. И сейчас я доделываю второй и иду спать. Просто понадеюсь, что это не отвалится завтра хотя бы. Так, ну что, продолжаем. Весь стол завален хуй пойми чем, а это значит, что кастом в самом разгаре. И мой следующий подопытный... Блин, я сейчас в крабе, конечно. Ну ладно. Мой следующий подопытный, такая кепка, это вообще детская, я ее украла у своего младшего брата уже очень давно. Если честно, она мне и так очень сильно нравится, но давайте испортим окончательно, чтобы было прям вообще идеально. Я тут собрала некоторые референсы, не путать вот с этим. Ну, чтобы сразу знали, кто здесь пиратка. Я думаю, ты знаешь, что делать с этим видосом, чтобы мы с тобой еще увиделись, а в следующем я хочу сделать себе новый маник, потому что я что-то уже совсем кринжуля ходить с ним второй месяц. Для начала я решила немножко почистить кепку от пыли. Возможно, это нарушает какие-то панковские законы, но хотя бы я оставила ее мятой. А пока я устраиваю тебе СМР, можешь подписаться на мой инстаграмчик. Посты там не особо часто, но зато у меня очень много великолепных историй. Если честно, то я в инстаграме сама смотрю в основном истории, не знаю, напишите, как у вас. Кстати, продолжая историю с дипломом. Забрать-то я его забрала. Лежит вот у меня зелененький, прекрасный. Но, во-первых, у меня немножко кринж фотки с этого мероприятия, но я потом несколько сделала сама, покажу в конце. А во-вторых, я, видимо, совсем не умею носить что-то, кроме кроссовок. Эти туфли мне просто натерли и надавили везде, где только можно. Не знаю, может быть, мне нужно просто привыкнуть, а может быть, сдаться и носить спокойно свои кроссовки. Короче, я все придумала. Я хочу сделать вот этой белой ниткой здесь неаккуратные стежки, на которые можно будет что-то нацеплять, и еще вот с этой стороны вышить как будто бы небольшую паутинку, такую небрежную. Мне кажется, это к черепу довольно подходит по тематике. Так, ну что, готовы? Просто насильно останавливаюсь, потому что я могу бесконечно продолжать вот это все лепить наверх. Я вот боялась, что шипы будут как-нибудь по-дебильному неуместно смотреться, но, по-моему, вообще все довольно-таки органично. И даже то, что она такая мятая, это просто идеально подходит. Но мне это вообще всегда нравилось. Просто мой стиль. Муа. Как тебе твоя кепка, кстати? Что ли башка не помогает? Да. Да я снимаю, не буду ничего говорить. Что за папарацци? Не, ну вот, давай, ну я тоже могу сегодня. Так, ну продолжаем с крабиками. Я вот, кстати, не знаю, какой из них выбрать. Вот этот я намного чаще ношу, но он кажется и так как будто бы красивый. А вот этот больше подходит по тематике к шипам. В общем, это будет самый легкий кастом. Я собираюсь сделать тут внизу такую висюльку, типа цепочку, на которой будут разные бусинки. Но в основном, конечно, вот эти. Вот что меня смущает единственное, что они светлые, а краб как будто бы под темный металл. Но не знаю, мне кажется, можно, например, уравновесить это черными бусинками. Короче, посмотрим. Но я все-таки выбираю этот крабик. Вот как бы вы его носили? Вот так? Или вот так? Мой гениальный набор робота-сгибателя. Во-первых, я пользуюсь, чтобы разгибать и сгибать колечки, одним пинцетом и одними плоскогубцами. Посмотрим, что тут еще можно взять. Вот это офигенно, надо что-нибудь с ним замутить. Может, фейку. О, да, вот это больше всего подходит. Снова роюсь на Пинтересте, и вот мои основные референсы. Так, я прицепила пока что одну пробную висюльку.
Мне кажется, мило, только надо подлиннее, как будто бы. И побольше всего, побольше всего. Фан-факт, эту черную висюльку я потом сняла и ношу сейчас без нее. В общем, я думаю, на сегодня уже хватит. Я начала уже делать какой-то уклон в сторону украшений. Хочу на все навешать брелочков. Но такое я уже делала. Вот некоторые мои хендмейдовые штуки, которые, кстати, можно купить или заказать другое по своей идее у меня в инстаграмчике. Пожалуй, это я оставлю на отдельный видос. Все. А чё все-то? Я же фотки обещала. Смотрим. Вот теперь все, пока.